Заехал я вот на такой аутлет, или как это назвать, отдыхлет. Сейчас посмотрю, где тут что можно вообще разжиться. Мне покушать, честно говоря, хочется. Маршрут перестроен. Больше ничего не хочется. Пойду сейчас вот тут что-нибудь посмотрю. Через 100 метров держитесь правее. Впереди платная дорога. Окей. В общем-то, это огромная парковка, куча магазинов. Я пойду сейчас зайду в здание, там где написано Кахвалты и так далее. Starbucks есть, там вот есть 724 Чарба и так далее. Сейчас пойду. Зайду, посмотрю, что там показывает. Что там показывает, что там дают вкусненького. На входе проверили хэс-код. И здесь вот это вот все. Вот это все кафешки. По правой стороне, по левой стороне. Там вот Бургер Кинги. Вот это все это кормят. Это заведение для кормления. Здесь магазины тоже есть. Вот Бургер Кинг, Донар, КД, Тантуни. И дальше LC Вайкики. Вот это все столики, пожалуйста, берите, покупайте, садитесь, кушайте. С Барро, кстати, давно не видел я. Здесь вот магазины, маркет написано. Не знаю, что здесь продает, но есть. Вверху есть мечеть. Мескит. Тележки вот тут есть детские. И так далее. Я сейчас подумаю, что я хочу съесть, и слопаю. Пока что точно не знаю. Вот так вот, видите, тут как все богато всего на свете. Здесь пицца, здесь Бургер Кинг, здесь Донер. Там есть он, я гляжу, Фло, это одежный магазин. LC Вайкики, вы тоже знаете. Тут Донары. Тут скиды делают, продают. Фонтанчики есть. Народу очень много. Кстати, очень много русскоязычных, я так сейчас проходил, слышал. Лохмаджун тут делают, продают. Я сейчас пойду, наверное, зайду сперва куда-нибудь в какое-то место, а потом уже туда. Хотя вот пошла здесь уже одежда, видите, уже здесь нету чего такого. Пойду в ту сторону. Вот прикольный столик в виде автомобиля в каком-то ресторанчике. Всякие часы продают, такие известные какие-то марки, не знаю, насколько они настоящие, но есть такое. А я пойду в ту сторону, если схожу, там я не был. Посмотрю, что там интересно. Тут сладости. Кофе Starbucks прям при входе. И так далее. Очень здесь очень много всего. KFC вижу. Удивляюсь, что тут Макдональдса только нет. Остальные вроде все представлены. Известные бренды. Тавук, Чорба. Наверное, сейчас я где-нибудь к Тавук или Чорба пойду, схожу. Супчику поесть хотелось бы, честно говоря. Взял супчику, к нему дали хлеба кучу и воду. И плюс еще там из говядины с баклажанами еще. Второе будет. Сколько это будет стоить, я потом расскажу, покажу чуть позже. Пока супец. Это мерджимек колбасы. Не знаю, что это такое будет. Короче, супчик зачетный, горяченный, вообще ужас. Очень горячий. Вкусный. С лимончиком, с полоном. Вещи.
Краткий бомбан. Это мое второе. Шаурма. Это говядина с баклажанами. Пахнет очень вкусно. Плюс еще помидорку, перчик и рис положили. Сейчас, короче, все это скушаю и поеду дальше. Лишь бы теперь не задремать. В общем, я покушал на 62,50. Ой, извиняюсь. Из них вот что стоило. Суп пятнашку, 45 баклажан дана кебаб и вода еще 2,50. 62,50. Я поехал дальше. В принципе, я сытой и воды взял как хотел. Поеду дальше, пока никуда заезжать больше не буду. Заправляться тоже пока не буду. В общем, покушал я на этом хайвей. 62 лиры получился у меня обед. Не знаю, много ли, мало ли. Я покушал суп, съел. 15 лир он стоил. Потом 45 лир стоил второе. Это говядина с баклажанами. И 2,50 вода. Ну, тут воду ставят на стол, тебя не спрашивают. И воду я, в принципе, все равно собирался покупать, поэтому я ее тоже забрал. Поехал я, короче, дальше. Очень долго едем мы в подъем, прям чувствуется, аж уши закладывает. И плюс еще бутылка пластмассовая с водой, такая большая, 1,5-литровая, щелкает этим стенками. Прям вот, и у меня в голове этот закладывает уши достаточно сильно. Вот. Мы сейчас постоянно поднимаемся в гору. Знак стоял дорожный, интересный такой, колесо нарисовано и снежинки, типа рекомендуют одеть зимнюю резину. Ну, у меня так и так стоит. Рекомендую, не рекомендую, я все равно на ней еду. Хотя вот нет предпосылок, хотя справа вот видите снег лежит на склоне. Успел я показать? Нет, вот видите на склоне лежит снег. Совсем немного, но все-таки. И за бортом сейчас 9 градусов тепла. А было, напомню, 19 градусов, потом стало 15, а сейчас вот стало 9. Будем ехать дальше, будем рассказывать, что получится. Я еще не доехал до Анкары, вот, я еще продолжаю ехать по платной дороге. Единственный шлагбаум был только один, видимо, на съезде там дальше еще было. Пока что вот один раз только заплатил 14,50. И навигатор мне все время говорит: внимание, впереди платная дорога. Разрешено ехать 120, я еду 125, вот так вот, ну, не сильно преувеличиваю, превышаю, прошу прощения. Вот. 125, 126 километров в час. У меня, собственно говоря, выставлен этот круиз-контроль, он меня ведет. Я не топчу газульку. Иногда подгазую, когда кого-нибудь обогнать надо резвенько, но редко. Обычно еду просто как везет круиз. В принципе, очень удобно, ноги отдыхают, не устаешь так сильно, как вот без круиз-контроля. Я прям эти 400 километров до своих родителей я еле доезжал, у меня нога вообще просто болела в коленном суставе правая, просто не было сил. Я приезжал и просто ноги старался куда-нибудь так положить, чтобы хоть они отдохнули чуть-чуть у меня. Это было что-то ужасное. Сейчас полегче с круиз-контролем. Вот, сейчас небольшой спуск идет. До этого подъем был такой заметный. Машина прям переключалась все время на пониже передачу. Вот. А сейчас вроде спускаемся мы вниз. Температура при этом тоже спускается. Сейчас плюс 8 показывает. Было плюс 9 буквально, вот, пока мы с вами разговаривали. Так что едем дальше. Я думаю, что может быть еще холоднее, потому что мы разговаривали там с соседями по кораблю. Они говорили, да, плюс 1, плюс 2 в горах там бывает, нормальная температура считается. Так что поедем дальше, не будем отвлекаться. Так сильно закладывает уши, прям. Хотя сейчас дорога пошла на спуск.
До этого постоянно подъем был. Вот сейчас пошла на спуск немного. За бортом потеплело плюс 3, только что плюс 2 было. Буквально вот пару километров назад плюс 2, сейчас плюс 3. На склонах, видите, немножко снег лежит. Край дороги снега нету. Бывают прям такие места, прям снегу много лежит край дороги. А бывает вот просто сухо здесь, вообще никаких этих. Даже клочков снега не остается. А бывают прям большие такие куски клини заснеженных полянок таких лесных. В ней еще где-то 75 километров, примерно 76 до Анкары. Вот. Ну, потом по окружной и дальше, собственно говоря. Езды мне еще 620 километров. 6 часов 15 минут, мне говорит навигатор. Но это из-за того, что дорога здесь идет в основном в режиме 120 км в час. Поэтому и время практически совпадает с километражом, что как будто я буду ехать все время 100 км в час. Сирма это вода такая турецкая, многие знают, что это за фирма. В принципе, мне предупреждали, если дорога мокрая и плюс 2-3, то надо быть осторожнее. Поэтому буду смотреть за покрытием. Уже настойчиво пошли, вот, еще раз были знаки, раза, наверное, 3-4, что надо зимнюю резину ставить, опять колесо, снежинки. И то были снежинки на белом фоне, плюс пошли снежинки на синем фоне. Не знаю, что это рекомендовано или как, обязательно надо ставить. Прям несколько раз так было. Напомню, сегодня идет 2 декабря у нас. Еще не закончилось. И тут знаки пошли 90, но в навигаторе 120. 90, если дождливая погода тут нарисована. Вот что на этих знаках. Опять подъем пошел и опять закладывает уши. Ну, вот так вот через горы я еду. Не знаю, вам видно, да, тоже, что и мне. Комфортно, классно. Дорога, видите, широкая. 3 полосы туда, 3 обратно. Ограничение скорости 120 км в час. Если ваша машина позволяет так ехать, отлично. Я еду на круиз-контроле, поэтому я так особо даже не регулирую это все дело. Я просто сижу, подруливаю и все. И изредка, когда нажмешь газульку, обогнаться. Все. Ладно. Если как снегу много будет, я покажу обязательно. Пока что, нечего показать, одно и то же. Подъем, спуск, небольшой подъем, спуск, подъем, спуск. Очередной большой парк какой-то отдыха стоит. Знак был сейчас кафетерий, написано было. Этот вот Калар, да, в принципе небольшой, совсем немножко территория. А этот какой-то Татлар. На той стороне тоже, видите, они парами стоят. Названия, они на двух сторонах, на том, на этом. Вот как-то. И постоянно встречаются. Каждые 10 километров минимум обязательно такие бывают эти места отдыха. Очередной пункт оплаты, но он уже без шлагбаумов был, просто проехал, и сразу же за ним стояли такие вот таблички: ХГС Долом Ноктасы. За ним оказался вот этот PTT, там сидит дедушка, правда не очень быстренький, но сделал мне наклейку под стекло, которая требуется для дальнейшей оплаты. И я сейчас поеду дальше. Она мне стоила 100 лир. В этой бумажке написано 2 цифры: 15 и 85. Видимо, 15 за наклейку взяли, 85 за сумму, которую он туда положил на нее. Надо сейчас разместить ее под зеркалом, за зеркалом в машине и ехать, собственно говоря, дальше. Подъехал я к Анкаре уже. Мне тут знаки стоят уже, как съехать тут в Анкару, куда, какие районы. Центр города, вот Шехир-Меркези, написано аэропорт, Кале, можно Самсун съехать. Но мне не надо, я буду ехать транзитом сейчас по окружной. Сам, я думаю, Анкара, город будет где-то левее меня идти. Вот видите, тоже какая большая мечеть красивая стоит здесь вот. 2 минарета всего, но сама мечеть очень красивая.
обычно, когда чем больше минаретов, 600 метров держитесь левее. тем красивее. Ну вот он мне показывает Кони, Адана, прямо езжай. А направо можно съехать на Самсун, Каракале. Держитесь Куда еще левее. там? Это нам тоже знакомые места. Мы там проезжали в 2019 году. Вот аэропорт, Каракале и Кони. И Самсун. Все надо направо свернуть. Это мы проезжали в 2019 году эти места. А мы сейчас едем в Адану, в направлении города Адана. Там посередине между Адана и Мерсин я выйду на очередную дорогу, которая уже немножко назад меня вернет. Но этот навигатор считает, что это самая оптимальная дорога для меня. А это вот окраина города Анкара, многоэтажные дома. Я не знаю, сейчас ли будет какие-то светофоры или что-то. Ну, вроде это платная дорога, вроде бы не должно быть. Посмотрим сейчас. Вот у нас слева написано КГМ. Это управляющая компания этой дорогой, которая собирает деньги за обслуживание, так сказать, за проезд и потом тратит на обслуживание. Вот. Мы едем прямо, в принципе, 36 километров мне написано. Уже следующий будет какое-то изменение. Поворот какой-то небольшой будет, изменение, так сказать, направления движения. Но, в общем-то, мы сейчас едем вдоль Анкары. Вот у нас справа, слева, спереди тоже какие-то высокие дома. Это все Анкара. Мы едем по достаточно быстрой дороге, ограничение, опять же, 120 км в час у нас стоит. Пишет от Кони Адана и автовокзал, все спереди. Едем дальше. Вот он опять Анкара. Похожие такие домики, типовые все, с коричневыми крышами. Сами светлые, а крыша коричневая. Интересно так смотрится. Много выезжает на эту дорогу, видите, машин. Ну, как кольцевая, народ выезжает, надо, чтобы доехать быстро до своего района. Как типа КАТ в Москве и там другие подобные кольцевые автодороги вокруг городов. Так и здесь тоже похожая дорога. Вот видите, и Адана, и Измир, и Ашты. Ашты я не знаю, где это находится. Я карты не понимаю, где он расположен. Да, я обратил внимание, что ограничение тоже 120 стоит, знаки ограничения скорости. Но полосы здесь 4. Не 3, как везде по автобану, а 4 полосы. И сейчас температура воздуха в Анкаре плюс 8 градусов тепла. Вот. Мы, кстати, еще продолжаем немножко подниматься. Тут город Каракале, который был на стрелочке, который мы проезжали в прошлом году, он тоже холодный город. Мы его, когда в том году, в 19 году здесь были, мы поняли, что очень сильно там было холодно. И нас еще прямо перед этим городом такой ливень поливал. Прямо это самое. Были рады, что надо остановиться и переночевать, потому что прям под проливным дождем ехали какой-то километраж. Прям уже напрягало это дело. Вот. Я не могу сказать, выехали мы из Аданы или нет, из Анкары, прошу прощения. Продолжаем движение по этому же скоростному шоссе. Я направление свое, Адана, так сказать, знаю, и он туда ведет меня, это шоссе. Вот. Ну, возможно, что еще мы где-то вдоль Анкары продолжаем движение. Видите, вот с левой стороны продолжает быть типовая застройка. Полосы по-прежнему 4. Дома тоже продолжаются. Видите, возможно, что какие-то более новые районы, более старые районы города где-то расположены. Вот тут опять здесь пошли микрорайоны, и туда продолжается, вдаль. Ладно, я не буду тут сильно наглеть, а то машин все-таки много, видите, движение здесь такое активное, активнее, чем даже на предыдущих участках. Немножко поснимал, показал вам. Я еду дальше. Вы знаете, очень большой город. Уже так долго еду вдоль Анкары.
И он продолжается, продолжается, продолжается. И дома стоят такие достаточно свежие, современные здесь вдоль дороги. В общем, город, видимо, разрастается тоже уже. Он вдоль этой скоростной дороги продолжает расти. И за нее уже уходит. Как это самое, как любая столица, собственно говоря. Ничего не могу сказать вам про Анкару, ни разу не был. Как-нибудь обязательно сюда съездим, что-нибудь интересное. Сперва определим, что здесь можно посмотреть, где побывать, и тогда уже поедем съездим в эту столицу, так сказать. В Турции вроде как две столицы, есть Анкара, есть Стамбул. Вот. Ну, мы не были ни там, ни там. В принципе, нам еще все впереди, еще и там побывать хотелось. Проехал очередной платный участок, уже я с наклеечкой еду, здесь у меня, видите, приклеена наклейка ХГС. Вот. Проехал как положено, 30 км в час под шлагбаумом, зелененький горел до меня, после меня горел светофор. Так я не понял, списались деньги, не списались. Когда оформлял наклейку в Пикетти, я оставлял свой номер, мне какая-то смс-ка упала. Единственное, что на ходу нет возможности ее перевести и понять, но в общих чертах там написано мой номер автомобиля и номер этой наклейки, которая здесь на машине расположена, сейчас на моей. Вот, там привязывается к моим паспортным данным Кимлик конкретно. Кимлик, ПТС и телефонный номер тоже прилагается. Ничего на телефон не пришло, ни смс, ничего. Я потом приеду, буду пытаться, вероятно, что где-то есть информация про списание этих, как-то это все описано. Вот фактически сейчас я второй шлагбаум проехал. Первый я проехал никак не оплатив, сразу после этого купил PTT. Я подозревал, что должны часть денег списаться из моего баланса. Вот. А следующий был шлагбаум после Анкары, тоже никакой информации не обладаю. Как смогу посмотреть, расскажу, как это списывается. Дорога идет, смотрите, после Анкары 4 полосы по-прежнему, машин немного. Мне ехать 490 километров осталось до дома, 4 часа 57 минут. Я приеду 10:30. Ночевать нигде я не собираюсь, я буду ехать до конца. Вот. Там единственное, что у меня нет ключа от ворот. Ну, я посмотрю, там либо с кем-то на хвоста проскочу, либо КПДЖ схожу, попрошу. Так, где тут что? Тут очередная заправка. Так, очередная моя заправка на 320 лир. 95-й бензин заправился я. В принципе, мне уже должно хватить до дома. Или почти хватить. Мне ехать, сейчас я посмотрю сколько. Мне ехать 440. Ну да, как раз я где-то прям на нулях приеду примерно. Все, я поехал дальше. Уже стемнело, уже мало что интересного. Я заехал в очередной комплекс для отдыха. Мне дяденька тут прибежал, еще стекла немножко расчумазил. Ну так, главное, фары почистил, а так-то нормально все остальное. Очередное место отдыха с заправками, освещено, все удобно, красиво. Я обратил внимание, что каждые 25-30 километров стоят такие штуки, места отдыха. В принципе, можно уже по бензобаку своему рассчитывать, хватит, не хватит тебе до чудной заправки или нет. Я, например, бензобак, датчик не очень корректно показывает. Я так по пробегу примерно прикидываю. И прям нормально мне хватило. Запас оставался небольшой. Ну, я говорю, до следующей заправки не буду тащить, а поеду на ближайшей. Но сейчас вообще стало очень мало машин в попутном направлении, встречном совсем немного. При этом время 18:21, за бортом 4 градуса тепла. Сегодня 2 декабря 2021 года. Вот они тут все цифры, собственно говоря, на экране. Еду
Дорога очень хорошая, прям никаких замечаний не могу сделать. Размечено все, край размечен, все полосы размечены, ограждение размечено. Иногда красным бывает справа размечено, а слева всегда размечено вот таким белым цветом. Ни одного светофора не было, высоко я еду. Еду и еду. Все время 120 ограничения. Ну, я никогда не превышаю 129, 127 у меня вот самое большое. Мне еще ехать осталось 4 часа 14 минут, говорит навигатор. Вот видите, сейчас справа пошли ограждения, тоже красным обозначено. Вот так вот. Уже время, ну, вечернее, 18:22, но не настолько позднее, чтобы уже все спать легли. Но машин немного, видите. Много меньше, чем было в Украине и в России тоже. Как-то тут поменьше движения получается. Народ к вечеру уже дома, если хочет сидеть, никуда не спешит. А и сейчас стало намного меньше грузовых машин. Сначала, как только я выехал, машин грузовых было очень много, просто очень много. И они, получалось, вот 3 машины грузовых на дороге одновременно. Одна обгоняет другую, а третья их хобби. И легковые машины сзади них плетутся, пока это завершит в левом ряду машина маневр. И так мы, несколько раз так бывало, как только вот выехал не на платную дорогу. Сейчас вот они одиночные попадаются, грузовые машины, но очень-очень немного. Так что еду не спеша, сразу скажу, еду нормальной скоростью. Проехал очередной шлагбаум. Не хватило мне денег на этом наклейки, которые наклеивал. Это уже, я не знаю, сколько я проехал. После наклейки, не знаю, километров 400 проехал, наверное, не меньше. В общем, мне сейчас выскочило 115,50 надо было оплатить. У меня в любом случае на наклейке всего лишь 85 лир. И это еще минус, был еще один шлагбаум, где автоматически сколько-то списаться могло. Так что я, вот осталось 199 километров, нет, больше, 230, это до Аданы 199. Вот. И я еду, скорее всего, будут еще платные где-то места, надо будет платить. Может быть, наклейка считается, остатки какие-нибудь уйдут. Ну или нет, значит, опять заплачу карточкой. Стоит шлагбаум, просто карточку даешь, оплачивает карточкой 115,50. Едем дальше. Время уже 19:47, за окном 0 градусов тепла. Ехать мне осталось 230 километров. 2 часа 24 минуты. Проезжаю большой город, называется Ниде. Там есть буковка Г еще, похожая, как будто нигде. Город, на самом деле, Ниде называется. Вот стрелочка опять на эту, в ту сторону. Он очень большой. Я не знаю, какого размера этот город, но прям долго я вдоль него еду. Много светящихся огней. У меня следующий крупный город, который впереди, это Мерсин. Ну, и у меня стрелочка на Адану ведет, но там я приеду сейчас примерно к Тарсусу. К Тарсусу поверну направо на Мерсин. Вот она будет налево. После Ниде пошло столько грузовых машин, прям очень много. И очень много знаков дорожных. Сейчас еще, наверное, будут. Предупреждающие, что снег. Там, через 200 метров снег, через 400 метров снег. И так далее. Вот опять, смотрите, с левой стороны знак стоит. 1,9 километров впереди снег. Снега на дороге нет. Дорога визуально не скользкая. За бортом плюс 5. Я все равно сбросил скорость чуть-чуть, но еду так с оглядочкой. Если пойдет снег там или что-то, я еще буду сбрасывать однозначно. Визуально вроде бы и подъема никакого нету. Я еду, просто еду почти по прямой. И вот опять много грузовых машин, опять я догоняю. Не знаю, сейчас посмотрим.
везде прям идеальные, как зеркало. Как на столе стоишь. Куча грузовиков. Перед самой Адоной такой жесткий участок. Долго тоннели были, потом долгий такой серпантинный подъем, а сейчас снег. Прям снег лежит. Его про него давно предупреждали, а сейчас вот он начался здесь на дороге. Его трактор прямо сейчас идет и чистит. Он, правда, навстречу спускается, очищает снег этот. Но быстро ехать никто не решается. Вон легковая впереди тоже едет, где-то километров 60. Там еще впереди моргают эти мигалки полицейские. Ну вот снежок был буквально тут один подъем. Хотя предупреждали его все время, что он сейчас будет. Ну где-то километров 20 я ехал, все время предупреждали снег. Снег. За окном плюс 5, кстати. Для снега, ну, не очень прям подходящий. Через 1,5 километра. Держитесь левее. Так, ну вот мне не так далеко осталось, уже скоро будет Мерсин. Тарсус, Адана, Мерсин. Вот он мой знак. Сейчас чуть-чуть левее. Тут, можно сказать, какой-то большой город сейчас проезжали такой, ну, достаточно большой. Много огней было сбоку. Посмотрим, что дальше будет. Интересно. Осталось совсем немного километров до Тарсуса, 47 километров знак стоял. Но сейчас вот мы ехали, в каком-то месте было светло, хорошо. И на склонах снег лежит, бокам. За бортом плюс 5. Вот. Были ограничения скорости и 80, и 70. Снега на дороге не было, в принципе. Вот. Грузовых машин очень много, огромное количество грузовых машин. Они прям тут столпились как будто специально. И вот сейчас до этого был небольшой спуск, сейчас опять такой мощный подъем начинается. Прям на уши давит очень сильно. Не знаю, вроде есть люди невосприимчивые к этому, но я прям очень воспринимаю. Когда только начинается подъем, мне сразу начинает уши закладывать. Как будто в самолете это происходит. Ну, вроде бы мне вообще там осталось ехать 110 километров до дома уже. Через 47 километров сейчас будет Тарсус. Вот. И потом направо я поверну в сторону своего дома, так сказать. Как-то так примерно. После долгого спуска вообще затор просто. Просто колом стоим. Мы на спуске сейчас. Видно, что-то кто-то там... Что-то произошло, короче. Пока что непонятно. Просто стоим. Иногда немножко прокатываемся. Все стоят грузовики, легковые. Кстати, уши заложило, никак не отпустят. Там по правому ряду кто-то еще проползает, грузовики. А вот здесь левый, правый, левый, средний стоят. Непонятно, что к чему. Я еще достаточно далеко ехал. Об нас обгоняла с мигалкой полицейская машина. Возможно, что она сюда спешила. Непонятно. Стоим, ждем. Сколько еще ждать, фиг его знает. Постоим сейчас 21:06. Посмотрим, сколько тут поторчим. Мы простояли совершенно без движения 50 минут. Сейчас потихонечку поехали. Не знаю, далеко ли мы поедем. Уже вот подтормаживаем. Проехали несколько десятков метров. Там впереди что-то огоньки моргают, мигают. Пожарные проезжали. Ну, пожарные — это как служба спасения. Видно, что-то там случилось. Вот, даст Бог, там все хорошо с людьми и с машинами тоже как-нибудь более-менее. Вот ограничение было по скорости. Авария в среднем ряду. А, вот авария, говорят. Навигатор, даже Яндекс это узнал каким-то образом. Так. И тут ограничение было по скорости. И было предупреждение, что долгий спуск. А как-то этот народ шустрил все равно. Возможно, что кто-то перестарался, поспешил. Так что вон опять знак стоит, опять долгий спуск. Сейчас вот все 3 полосы поехали. Дорога 3 полосы, это платная дорога, все 3 полосы поехали.
Она скоро уже будет заканчиваться у меня. Когда выйду на дорогу возле Тарсуса, скорее всего, тут уже небольшой кусочек проеду и буду бесплатно заканчивать путешествие свое автомобильное. Да, вот 3 километра спуск написан, предупреждающий знак. В общем, пока ползем. Ну, хоть ползем, ползти это не стоять, как говорится. Проехали, по неизвестной причине загорелась фура. Тягач успели оттянуть, тягач стоит в стороне, целый нормальный, а фура, видимо, сгорела, потому что пожарные стоят, и возле нее все залито водой, дорога, и фура тоже водой залита. А мы поехали. Даст Бог, все нормально. Все, уже я приехал, мне бензина хватало, но я на всякий случай заправился на 315 лир, это уже, я буду тратить его здесь, бензин этот. Мне в притирку хватало бензина докатить до дома, но я не стал рисковать. В принципе, все, мое путешествие почти закончилось, через 5 километров я буду заворачивать в свой двор.